Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз. Что скоро и неожиданно? Давайте с вами узнаем. Цыганский старинный пасьянс. Что произойдет в ближайшие дни? С чем это будет связано? Или с кем? Ориентировочно 2-3 недели. Вот давайте с вами рассмотрим сначала на картах старинного цыганского пасьянса, который у меня очень давно и иногда дает дельные подсказки. Конечно, будем реалистами, я всегда к этому призываю, потому что любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Мы все разные, хоть и родились под одним знаком зодиака. Тем не менее, судьба у каждого своя. С чем это будет связано? Именно на события больше. Может быть, с элементом неожиданности, но, в принципе, нам на ближайшие дни уже карты пасьянса покажут, как могут развиваться события, к чему приготовиться. Я бы сказала так. Как альтернативный вариант. Итак, будем смотреть. Смотрю я, смотрите вы. После мы дополним разного рода неожиданности на колоде Таро, попытаемся узнать. А я вас хочу пригласить на свой сайт, оставлю ссылки в описании под видео. Вы можете перейти на сайт и там с главной страницы либо выбрать интересующую вас статью, там есть и психология, там много гороскопов. Сверьте свое жизненное расписание или свои планы с расписанием звезд. Победители, мои дорогие овны, императоры, ну это если про Таро. Победа, правда, флаг. Какой-то вопрос у вас решится. Ладно, идем дальше. Какие события раскроет нам цыганский старинный пасьянс, личная жизнь, мои дорогие. Подкова, семейное счастье, так прописано в этом пасьянсе. Ну и, конечно, тут могут быть как и дела домашние. Для кого-то может быть выход из одиночества, почему нет? Или пусть это будет первый шаг как решение. Был в сольном варианте, а тут вы решите завершить вот такую жизнь. У кого-то это может быть просто дела, связанные именно с недвижимостью, как бы стены, да, семейное счастье, с местом вашего пребывания. От этого какие-то планы зависят. Может быть, у кого-то победа, семейное счастье и правда. Что касается недвижимости, подписания каких-то важных бумаг, документов, или у кого-то работа на дому, вы что-то будете обустраивать. Ну, наверное, все же подкова, понимаете, она несет в себе смысл не только бумажного оформления или каких-то документальных возможностей, но эмпатия, мои дорогие, счастье, любовь, взаимопонимание. Пусть будет так. Как ангел, может быть, в доме, так и хочется сказать. Ну, пусть это будет не в доме. У кого-то это, ну, как разрозненные события. Одно, второе и третье, да. Победа одна, ваши домочадцы, ваш дом. Тут все как будто бы с большими плюсами, да, с какой-то радостью проходит, взаимопониманием. Но и ангел может означать, конечно, это как близкого человека, который с вами заодно, который вас понимает, с кем вам по пути, хочется сказать. Но это может быть и какой-то иной вопрос, когда у вас есть, ну, то лицо, которое вам помогает. Знаете, так и хочется сказать, захочется вам покомандовать. Будьте аккуратны. Почему я так говорю? Не стала соединять, пока думаю, дай посмотрю, что дальше нам раскроют карты. Вот, мои дорогие, у вас выпадает нож. Это ссора. Может быть, банально, вот эта победа, была ссора, а теперь вы сведете к нулю недопонимание. Помириться можно, это правда. Но все-таки у вас выпадает власть. Хочется именно настоять на своем. Будьте аккуратны. Тут ведь ангел выпал. И поэтому, чтобы вот с этим ангелом не поругаться, у вас успешное время. Но это правда. И дело не в картах. Планетарно, правда, прочитайте статьи мои, это на самом деле для Овна начинается какой-то позитивные моменты. Или, может быть, с позитивных моментов начинается более продолжительный период. И я могу сказать период удачи. Но это не то, что вот мы сидим, и оно нам сейчас вот как манна.
в ладони упала, да? Нет, такого не бывает. Я думаю, вы со мной согласитесь, это точно, от правильных действий, от правильно построенных отношений, от правильных договоренностей, мои дорогие. Дипломатом все-таки быть придется, потому что когда особенно выпадает именно нож и корона. Вот, знаете, где-то вот эта самонадеянность, она нам может мешать. Ну, вот как подсказка, примите это к сведению. Но все закончится, я так думаю, хорошо, потому что вы всегда как можете отступить. Или, ну, пойти на мировую в том или ином вопросе. Вам это будет буквально помогать. Мы ведь еще не знаем, как сложится дальше судьба, правда? Давайте так будем откровенными, честными с самими собою. И в этот период планетарный именно не закрывать на что-то глаза, ну или себе не замыливать, допустим, той мыслью, что, ну, потом оно разберется как-то. Нет, вот тут нужно более вдумчиво. И я смотрю, что у вас еще совпадает. Вот как-то эту власть вашу силу, ну, посредством дипломатии применить по максимуму к своей собственной жизни, и тогда вас что-то будет радовать. Это точно. Радость, мои дорогие, она присутствует. Смотрю, что мы можем соединить. Вот для кого-то из вас, а мы в нашем пасьянсе, те карты, которые в крайних рядах по горизонтали, по вертикали, мы можем соединять. У вас сердце выпадает, да? Когда сердце и нож, разбитое сердце. Может быть, это, мои дорогие, для кого-то прежняя история, которая была со знаком минус. Были разочарования в личной жизни. Кто-то может даже познакомиться, потому что у вас еще выпадает кот. Это флирт, это знакомство. В целом это хорошее настроение. Поэтому у кого-то действительно будет примирение, да? Может быть, с родственниками, может быть, с друзьями, может быть, даже это официальные персоны. Но прежде нашла коса на камень, вот теперь вы можете нейтрализовать что-то, как будто больше власти тогда вашей будет, понимаете? Тут вот слушайте свою интуицию, мои дорогие овны. Все события последних месяцев, наверное, вас подготавливали к тому, чтобы вы как использовали новые методы в договоренностях, новые методы взаимодействия, строили новые контакты. И для нас планетарно даже строить правильные социальные связи, это означает, что мы в будущем себе скажем спасибо. Поэтому вот все то, что я говорила, все ведь решают люди. И, конечно, от того, как мы с ними договоримся, у нас могут создаться проблемы или, наоборот, свести мы можем их на нет. Вот выбирайте, мои дорогие. Не всегда нам именно сила помогает. Сила чаще всего, это, знаете, такой мудрый подсмысл нашего терпения, где-то настойчивости и обретения каких-то новых способов взаимодействия. Вот для этого нужна сила. Тут не совсем физическая сила, а именно умение и желание самому себе не навредить для начала. Причем оно основано не на том, что мы вот уверены, что это мы правы, а когда мы допускаем альтернативные варианты. И пока я с вами говорю, смотрю, что мы можем еще соединить. Я не вижу больше совпадений. Я должна сказать, ну, тут нет таких значений, они не совпали, которые предупреждающие, мои дорогие. Поэтому мы пойдем с вами дальше. Так что же будет неожиданно? Скоро неожиданно. Возможно, это тот процесс, который уже прежде где-то начался. Ну, может быть, как за вашей спиной, вы на это не обращали внимания, а здесь и правда какая-то вскроется. Ну, или просто вы получите даже какую-то новость, а для вас эта новость будет означать уже какой-то прогресс в делах, например, да? Вторая карта мы достанем, а потом раскроем каждую позицию. Что прояснится, да, вот если у нас тут неожиданно, то значит, что там будет проясняться. И третья карта, в чем вы поставили точку, а это случится. Или это будет где-то неожиданно возвращаться в вашу жизнь, и вам это для чего-то нужно или нужно провзаимодействовать. Я достану также карту совет, мы откроем ее в самом конце, но вот давайте будем узнавать,
Что же там для вас скоро и неожиданно? Старший аркан — справедливость. Будьте добры и милосердны к самим себе. Это будет очень важно, потому что по справедливости это всегда, знаете, причина и следствие. И стало быть, а у нас сейчас с вами период такой, что нам, как на доработку пространства Вселенной, возвращают те дела, которые, может быть, мы прежде когда-то начинали, пытались осуществить, но не было возможности. Или у нас нашла коса на камень. Вот такое тоже может быть. Вот тут нужно по справедливости, может быть. И когда мы честны сами с собой, когда мы даже банально видим, что, ну нет, зря, допустим, конфронтация у меня с конкретным человеком, нас явно еще сведет судьба, или не все вопросы мы решили, то тогда худой мир лучше доброй ссоры. Может быть, это будут какие-то юридические вопросы, все-таки аркан справедливость. Я не допускаю, что если мы сделали что-то прежде, но не очень хорошо или в чем-то допустили ошибку, тогда неожиданно нам пространство как раз на пересмотр, на доработку может какое-то дело и вернуть. По справедливости, и как старший аркан, это, с одной стороны, ну, какие-то события, которые именно приходят извне. Это не то, что вы хотите этим заниматься. Это не то, что вы планировали. Это как раз где-то может быть вот с той позиции, в чем вы поставили точку. И тут у каждого по-своему. У кого-то по справедливости вам что-то возвращается, а у кого-то наоборот. Нужно банально переписать какой-то документ, потому что там где-то, ну, есть какие-то огрехи или что-то как не точно. Может быть, для кого-то из вас, мои дорогие, неожиданно и скоро придется буквально обратиться к юристу, адвокату или посетить официальных лиц. И это сделать придется скоро. Того требуют условия, обстоятельства. А что это такое? Давайте узнаем, что там скоро и неожиданно. Карта императрицы. И если ваш знак зодиака, ну, перекладывая на Таро, это аркан император, то вот тут императрица. Император — это более такая жесткая, можно сказать, карта. Хотя нужно быть мудрым императором. Мудрый, он понимает, что есть две вещи, которые мы никак не можем изменить. Это то, что думают люди, людское мнение, и вот внешние обстоятельства. Вот верхний аркан вам больше говорит именно об этом. А императрица, она способна договориться даже с несговорчивым императором. И правда, мои дорогие, у кого-то в официальных кругах с официальными лицами вам нужно провести ряд согласований и сделать это как-то красиво, элегантно. С одной стороны, самому себе не навредить, чтобы, ну, наверное, и волки сыты, и овцы целы. Или когда буквально вы что-то делаете по букве закона, тогда закон вас бережет. Но дипломатия, вот дипломатия присуща императрице, потому что ей это помогает договориться. Мы об этом уже не раз с вами сказали по картам пасьянса. Понимаете, у вас другие возможности, у вас другие ресурсы сразу в руках появляются. И, может быть, даже в тех случаях, когда от вас никто не ждет этой дипломатии, почему нет? Может быть, даже та тема, которая, знаете, как сгусток боли, которая вам надоела. Может быть, вы где-то это оставили действительно в прошлом, потому как посчитали это, что ну, вот я ничего не могу сделать. Обух плетью не перешибешь. Вот тут вам что-то подобное может вернуться. Карта императрицы говорит: надейся сам на себя. И неважно, кто меня смотрит, мужчины или девочки мои дорогие. То есть энергетику мы смотрим карты. Но если мы уже так немножко пройдемся, да, по кто, да, из людей меня смотрит, для девочек, это карта вашей силы, мои дорогие. Конечно, императрица — это осуществление ваших планов. Это где-то реализация, и я бы даже сказала, ваших надежд. Потому что тут как раз неожиданно может прийти какая-то возможность, мои дорогие, но вам действовать придется другим методом и надеяться на саму себя. Может быть, это вопросы как раз и касаются, ведь это заботливая мать, любящая жена, это хранительница домашнего очага, но и как раз творчество тоже ей свойственно, поэтому для кого-то и вопросы работы, финансов. Тут вот очень емкая карта.
Ну, работа на дому, к примеру, вот как дополнительный метод, да, или источник дохода. А у кого-то вопросы именно связанные с родственниками, с вашей семьей, с вашими детьми. Мои дорогие мужчины, или даже у нас тут код выпадал, может быть, как новое знакомство или перевод отношений, я больше вижу на новый уровень. И я допускаю, что у каждого как-то по-своему. Не может быть, с учетом аркана справедливости, у кого-то наоборот, прежняя история была со знаком минус. И вы что-то оставили. Вы думали, это завершилось. Нету тоже может вернуться от того, как вы договоритесь. Это будет означать, что в будущем обратка какая-то словно не прилетит. Ну, это, я надеюсь, для небольшого количества моих зрителей, но для большинства, с учетом карт пасьянса, опять же, мои дорогие мужчины, тут ведь правда выйти из одиночества можно. Или встреча вот этой женщины, я допускаю. Или когда важная женщина в вашей жизни, конечно, это может быть любая женщина, и любимая, и ваша мама, или руководитель проекта, почему нет? Но вот через взаимодействие для вас нет ничего невозможного. Скоро и неожиданно, как будто это по судьбе, потому что часто аркан справедливости еще и карта кармы. Вам как выйти из какой-то зоны отчуждения, когда вы долгое время многократно обдумывали такой вариант, сякой вариант. Вот здесь, видимо, у вас что-то прояснится, может быть, скоро и неожиданно, потому что искаженного восприятия. Мы как будто боялись открыть глаза или посмотреть какой-то правде в лицо, да, как столкнуться со своей собственной тенью. Но здесь, видимо, вам, правда, что-то может вернуться из прошлого, именно какая-то прошлая ситуация, в которой вы буквально наводите порядок, и одновременно мир, покой, уют, гармония в вашей жизни восстанавливается. Тут что-то очень важное. Давайте узнаем, так что же там прояснится? Любовь. Наверное, я не буду дополнительные карты доставать, потому что однозначно нам говорят, конечно, и о дипломатии, но это карта взаимоотношений между людьми. И, кстати, это не про страсть. Это, знаете, про искренность, это про верность. Вот прояснятся какие-то отношения. Я допускаю, конечно, что у кого-то это могут быть важные темы, которые касаются работы, например, документов. Но тогда дипломатия, правда, это ваше все, вам помогает. Для вас нет ничего невозможного. От того, как вы настроите себя, или, знаете, хочется сказать, поставьте перед собой цель. Вот вам, допустим, нужно решить какой-то вопрос. И нужно решить так, чтобы вас это устраивало. По крайней мере, на большее количество процентов. И если мы такую цель поставим, это как раз соответствует вашему знаку зодиака. Есть цель и готовность корректировать мелкие планы, пока мы дойдем до нее, тогда нет ничего невозможного. Но вот карта будет тогда говорить, что прояснится какой-то вопрос, который связан с взаимодействием с другим человеком. И у кого-то это может означать именно личную жизнь, но у вас еще выпадала карта значение, точнее, короны, это власти все-таки, и у кого-то это могут быть важные договоренности по части вашей карьеры, бизнеса, работы и согласований. Вот тут, правда, что-то проясняться, вот многие темы, но для вас-то это ведет к спокойному течению жизни, какой-то гармонии в душе. В чем вы поставили точку, а это случится, или что вернется из прошлого, и это будет для вас неожиданно. Вторит карта императрицы. Где-то королева Пентаклей, ну, знаете, как прелюдия каких-то ваших достижений. Не исключу, что тут какой-то и математический расчет будет по части финансов. Может быть, это будет касаться именно вашей работы, потому что откуда к вам приходят деньги. И королева Пентаклей, она идею какую-то задумала, как будто вынашивает в своей ментальности, что-то просчитывает, а потом, надеясь сама на себя, искусством, может быть, даже мелких шагов. Но в конечном итоге она приходит к реализации какого-то проекта. Может быть, мои дорогие, очень добрая карта, и она, кстати, иногда означает просто вот так по энергетике наших близких, буквально супругов. Может быть,
дела домашние и вопросы, связанные с детьми. У вас 2 карты, которые больше о личной жизни говорят, 3 даже. Или о том, как строятся ваши отношения. Но я могу также допустить, что какой-то рабочий момент или финансовый из прошлого вы как-то очень грамотно можете переиграть, документ переписать. Какие-то важные договоренности вами тоже могут быть пересмотрены, и то, что служит прогрессом, вы переложите уже на будущее. Но это, знаете, я не могу сказать, что это как неожиданно что-то для вас, да. Вот явно здесь, либо этот вопрос с учетом аркана справедливость, он то, что вы об этом думали, скорее всего, так. Может быть, кто-то думал и не хотел, чтобы это вернулось. Но тогда вам прежнюю, мои дорогие, проблему, вот именно теперь, в ближайшие дни, где-то в ближайшее время, ориентировочно недели 3, берите так, вам будет совершенно без труда решить. Что это означает? Ну вот что ты тут скажешь? Десятка пентаклей – это всегда по максимуму. Карта счастья, карта нового качества жизни, карта возможностей и, конечно, финансового благополучия. Это деньги в семье, деньги в доме, помощь партнера. У кого-то может быть и помощь партнера. Может быть, это буквально партнер рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог. И, кстати, я должна сказать, что тут ведь может быть и такая конфигурация. Если действительно у вас есть партнер, который рожден под одним из этих знаков или имеет асцендент, а может быть и по Луне, кто знает, то у партнера именно могут происходить в жизни какие-то перемены, изменения, и это будет оказывать влияние на вас. Но это что-то со знаком плюс. Тут, конечно, идут какие-то возможности. Более того, тут итоговая карта получения денег. И, может быть, у вас какой-то денежный вопрос, мои дорогие овны, решается. И вы уже видите перспективы совершенно иные, потому что тут для вас, может быть, и карты где-то говорят, будь внимателен, овен, не должно быть искаженного все-таки восприятия. Вполне вероятно, эти деньги вам еще пригодятся, потому что что такое деньги? Один из способов взаимодействия с миром. И здесь еще что-то будет продолжаться, это точно. Но давайте карта совет по судьбе. Если мы сказали аркан справедливость, карта кармы, а по иерофанту это именно судьба. Вот вам предстоит еще пройти какой-то путь. Вот это лестница, лестница успеха. Вам высшие силы помогают. Не случайно у вас ангел. Но карта совет. Обустраивай свою жизнь, пересматривай документы. Может быть, вам даже необходимо пересмотреть, особенно для тех, кто, к примеру, у вас свой бизнес, или вы занимаете какой-то руководящий пост. Мои дорогие овны, вы должны знать каждую бумагу. Все же тут идут не только традиции по карте Иерофант, но и сама по себе система, уклад, порядок какой-то. Вот вы должны знать, где вы что подписали, потому что аркан справедливость. И где стоит ваша печать, может быть, если таковая личная имеется? Или под чем, точнее, под каким документом стоит ваша подпись, на что вы соглашаетесь, мои дорогие? Именно ваше согласие. Какие обязательства вы берете на себя? Вот тут нельзя сделать что-то на авось или сделать так, что я потом разберусь. Вот где-то первая позиция об этом и говорит. Но по аркану Иерофант старший аркан вам хочет сказать: будь готов, как и учиться сам, да, может быть, осваивать буквально что-то новое, не застревать в моменте здесь и сейчас, а предвидеть на пару шагов вперед. И слушай где-то свою интуицию или подсказки собственной мудрости, ведь Иерофант – это мудрец. И надеяться, что вот какой-то вопрос сам по себе разберется, нет, тут какой-то просчет. Но будь еще также, может быть, и готов делиться своими знаниями, своими умениями, потому что по этой карте это и учитель, и ученик одновременно. Вот где-то одновременно в этих двух энергиях, как карта совет, вас приглашает ощутить себя, потому что когда выпадают, мои дорогие, старшие арканы, это не на короткий период времени.
Это не 3 недели. Это явно будет что-то продолжено на более долгий срок. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.